Привет-привет! Сегодня я приглашаю вас сделать вместе со мной прошивной переплет для альбома. Я довольно долго сопротивлялась этой идее, поскольку мне кажется, что подобный переплет я делаю, как и большинство мастеров скрапбукинга. Ничего особенного. Однако ко мне уже поступило несколько просьб снять данный МК, поэтому, видимо, пришло время. В качестве основы для переплета я буду использовать акварельку, максимально плотную, какую только нашла у себя дома, и ее плотность 300 грамм. Высота корешка рассчитывается таким образом. Высота страницы у меня 20 сантиметров, я добавляю по 5 миллиметров сверху и снизу, и высота корешка у меня получается 21 сантиметр. Ширину рассчитываем так. Откладываем 1 сантиметр, это будет расстояние между листами, затем 3 мм на вклейку листа, сантиметр, 3 мм, сантиметр. И вот этих вот расстояний по 3 мм у вас должно быть столько, сколько у вас листов в альбоме. В моем случае их 5. И ширина корешка у меня получилась 7 сантиметров и 6 миллиметров. Расстояние 3 мм я не высчитывала, оно у меня получилось практическим путем, потому что такие я делаю довольно-таки часто переплеты. И для меня расстояние в 3 мм является оптимальным, учитывая то, что переплетный картон, который я вклеиваю потом, у меня толщиной где-то 1,25-1,5 мм. Затем нам необходимо выкроить полоски из той же акварельки. Ширина каждой полоски 1 см, а высота равна высоте корешка, то есть 21 см. Таких полосок у меня 6. И также я выкраиваю из ткани 6 полосок. Ширина каждой 5 см, а высота 18,5 см. То есть я приблизительно на 7 см сделала, вернее на 7 мм с каждой стороны сделала полоску короче, чем страница альбома. Давайте покажу вам наглядно. Вот видите, получается, что с каждой стороны она не достает до края странички приблизительно 5-7 мм. Я использовала ткань двунитку, она бежевая, потому что мне кажется, что для моего альбома она подходит лучше. Однако, если вам нужна более белая ткань, то я рекомендую использовать диагональ. Она тоже плотная и хорошо держит форму. Для сборки корешка я буду использовать клей Момент Столяр Супер ПВА. У меня категории водостойкости D2, еще можно использовать D3, но в принципе это не принципиально. Главное, что этот момент достаточно густой и хорошо держит ткань. Для приклеивания я беру, как правило, самую дешевую кисть, какую только нахожу в строительном магазине. Это вот такая небольшая кисть из натуральной щетины. Наношу клей ПВА на акварельку, на вот эти акварельные полоски с обратной стороны. Наношу не по всей длине, а только по длине ткани. И приклеиваю полоску, стараясь, чтобы сверху и снизу она у меня выступала по краям ткани на максимально одинаковое расстояние. Все остальные полоски я приклеиваю точно так же. После того, как все полоски приклеены, я сгибаю ткань по краю бумаги. Заготовки я приклеиваю на корешок в отведенные для них места, также на клей ПВА. Только теперь я промазываю по всей длине.
После того, как просохнет клей, я прошиваю каждую полосочку. Для того, чтобы минимизировать количество торчащих ниток, делаю это одним швом. Начинаю с одной стороны, затем разворачиваюсь, с другой стороны разворачиваюсь. И таким образом змейкой прохожу весь переплет. Как правило, выбираю очень небольшую длину стежка, потому что в этом случае машинка продвигает ткань медленнее и проще следить за ровностью шва. Прошу меня извинить за то, что постоянно скачет освещение. Дело в том, что то заходит, то прячется солнце. Я уже и шторы закрыла, и искусственный свет подключила для того, чтобы выровнять картинку, но скачки все равно заметны. Возвращаясь к переплету, я прошила все перемычки и, предвосхищая часто задаваемый вопрос, сразу озвучу. У меня машинка Бразер, модель Prestige 100, одна из самых простых. Я ее покупала лет 18 назад для того, чтобы шить одежду, а теперь она моя верная помощница в скрапе. Нам фактически осталось только оформить краешки переплета и вклеить страницы. Давайте этим и займемся. Ниточки я даже не завязываю, просто обрезаю их немного покороче. И затем беру такой же кусочек ткани, из какой делала вот эти вот перемычки. Но можно взять, например, не такую ткань, а ту ткань, которую вы будете использовать для обложки альбома, если вы заранее определились, и выглядеть это будет очень достойно. Здесь я уже в качестве клея использую не ПВА, а момент, потому что он держит крепче и схватывается быстрее. Наношу на край переплета клей. Даю ему немножечко подсохнуть, чтобы он хорошо схватился. И приклеиваю полоску ткани вот таким образом. То есть я совмещаю край переплета и край ткани максимально близко друг к другу. После того, как клей высохнет, я прокладываю машинную строчку на расстоянии 5 мм от края корешка, как с одной, так и с другой стороны. После того, как я прошила, отгибаю ткань наружу, хорошенько ее приминаю, переворачиваем. И вот эти вот припуски подклеиваем сначала таким образом вовнутрь, а затем полностью все подворачиваем на изнаночную сторону корешка. У меня ткань толстая, она не сильно сыпется, поэтому я оставлю в таком виде. Если вы используете для каптала более тонкую ткань, то можно подогнуть еще, например, вот так, чтобы совсем уж красиво все смотрелось. Но в моем случае это невозможно, поскольку, повторюсь, ткань очень плотная. Обычно на вот эти вот отвороты боковые я оставляю несколько больше ткани, приблизительно сантиметра-полтора. Здесь у меня получилось немного меньше, потому что именно такие кусочки ткани у меня оставались, и я решила использовать их. Давайте приступим.
Я подождала, пока у меня высох клей. Опять же хочу сказать, что если вы используете более тонкую ткань, то вы можете взять, например, клей-карандаш. Все хорошо приклеилось, однако для того, чтобы окончательно зафиксировать каптал, я проложу еще одну машинную строчку по внутренней его стороне на расстоянии приблизительно 1,5 мм. Я прошила, и вот так это выглядит в готовом виде. Осталось только спрятать ниточки. Для этого я вывожу их на изнаночную сторону, завязываю узелки, затем немного отгибаю край ткани, которую мы подклеили с обратной стороны, завожу ниточки под нее и приклеиваю ее на место. Так как в своих альбомах я практически никогда не приклеиваю оформленные скраб-странички к форзацам, то соответственно и основы для этих страничек в крайние ушки переплета я также не вклеиваю. Вместо этого я приклеиваю сюда полоски плотной акварельной бумаги, высота которых равна высоте тканевых полосок, а ширина составляет приблизительно 5 см. Приклеиваю я их также на момент столяр ПВА. Затем с помощью палочки для беговки я тщательно проминаю ткань возле корешка, для того, чтобы в готовом альбоме ушки легко отгибались. Ну вот, собственно, и все. Осталось только вклеить основы для страниц. Это я буду делать также с помощью клея Момент Столяр ПВА. Основа для обложки готова. Как видите, она легко открывается на 180 градусов. Осталось только соединить ее с обложкой и вклеить оформленные странички. На сегодня это все. Надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезен. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До скорых встреч. Пока-пока.